Доброе утро, Стоп Гейм! В эфире Инфакт. Были времена, когда боярам приходилось ждать портов консольных релизов почти десятилетиями, не то что сейчас. Студия Shift Up намеревается выпустить ПК-версию Stellar Blade уже в следующем году. Несмотря на нисходящий тренд, игра продолжает хорошо продаваться, и чтобы популярность ее не снижалась, разработчики продолжают регулярно подвозить свежие апдейты. Команда прогнозирует, что на ПК Stellar Blade станет еще успешнее. Во-первых, потому что растет доля Steam на рынке ААА тайтлов, а во-вторых, из-за недавнего ажиотажа вокруг Black Myth Wukong. Представьте себе игру, в которой перемешались мифы Древней Греции, Скандинавии, Египта и народные сказки. В мире Лотосе, который предлагает нам покорить MMORPG Broken Sun, гладиатор может столкнуться с вампиром, а викинг с Бабой Ягой. И все это под чутким присмотром Зевса, Одина и Ра. Нашему персонажу доступно 3 основных класса. Это Вечный, Воин, Лучник, Маг. Однако для каждого из них доступно целое море всевозможных умений и боевых навыков, открывая которые можно создать свой уникальный билд. В Broken Sun воплощена уникальная боевая система, при которой только лишь смена оружия превращает вас из хиллера в дамагера или танка. Совмещая различные специализации, умения и комбинации, вы ощутите всю тактическую глубину. Сами сражения проходят в пошаговом режиме, но битвы — это лишь часть игры. Перед вами огромный открытый мир с кучей активностей, NPC и квестов. Детальная разветвленная экономика, 2 десятка арен, куча PvP режимов, в которых можно схлестнуться как 1 на 1 с другими игроками, так и поучаствовать в клановых зарубах до 500 человек. Что интересно, в игре воплощена и внутриклановая борьба. Чем выше твое положение, тем вкуснее ты получишь ресурсы. В Broken Sun на геймплей влияет даже погода и время суток. Игра будет доступна на ПК, также ее можно будет запускать в браузере и на смартфонах. Прогресс полностью синхронизируется, так что вы сможете спокойно продолжать играть на смартфоне. В общем, ссылка в описании, переходите, регистрируйтесь и участвуйте в бете. 10 лет миновало с релиза The Crew, в народе известный как Срёж. Но уж если ты игру полюбил, то никакие десятилетия тебя с ней не разделят. Хотя вот Ubisoft мыслит иначе. В 2023-м компания обрубила серверы игры, а оффлайн режим-то в ней и нет. Фанаты возмутились и так просто это дело не оставили. 2 парней из солнечной Калифорнии выкатили иск против юбиков, основываясь на законе о защите прав потребителей. Мол, хитрые лягушатники всех обманули, продав не саму игру, а лишь временный доступ к ней. Истцы требуют денежной компенсации и возмещения ущерба пострадавшим геймерам, то есть не только паре калифорнийцев, а вообще всем, кто лишился The Crew. Еще одна головная боль в копилку руководства Ubisoft. А тем временем наполняется и другая копилка французов. Кооперативный экшен под кодовым названием Project U пополнил список тайтлов, попавших в производственный ад. По сообщению Тома Хендерсона, проект отправили в полный перезапуск. И это несмотря на то, что игра собрала немало положительных отзывов от тестировщиков. Хотя многие и отмечали низкую реиграбельность. Разработчики добавляли в проект новые биомы, боссов, но очередные тесты показали, что проблема не решена. В марте 2024-го студия решила бросить производство и занялась другими играми. Но совсем отменять работу юбики не стали. Ее поручили новой команде и поставили нового же продюсера во главу. В общей сложности на создание Project U было потрачено уже более 5 лет. Бюджет игры давно вышел из берегов, и теперь уже ни бывшие, ни нынешние разработчики в успех не верят. 2 года понадобилось Rockstar, чтобы сделать трилогию ремастеров GTA более стабильной. Только знаете что? Изменения смогли заценить лишь пользователи смартфонов, получившие порт трилогии на мобилочке в 2023. А вот на всех остальных платформах только сейчас появились правки годовой давности, которые по-хорошему требовалось внести в первую же неделю после релиза. В настройках графики появился пункт, позволяющий включить классическое освещение. Вернули теплую дымку
на горизонте, были исправлены анимации персонажей, а также ускорена скорость плавания. Подробного списка правок не опубликовали, но судя по объемам патчей, исправлений там немало. Апдейт GTA 3 весит 4 гигабайта, в Vice City почти 9, а в San Andreas завезли целую фуру на 18,5 гигов. Примечательно, что из трилогии были выпилены упоминания имен первоначальных разработчиков из Grove Street Games. В общем-то, неудивительно. Авторы Stalker 2 опубликовали финальные системные требования игры. Перечислю вам средние настройки, а с остальными можете ознакомиться по ссылке в описании. Так вот, чтобы игра работала в Full HD, да в 60 феписов, придется заиметь процессор Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 7 3700X. Видяха должна быть не хуже RTX 2070 Super или 4060, ну или AMD RX 5700 XT. Оперативы понадобится 16 гигов, а место на SSD аж 160 гигабайт. Времени для того, чтобы разжиться железяками, осталось ровно неделя. Сердце Чернобыля начнет биться 20 ноября. Valve анонсировала белый Steam Deck OLED в стиле Portal. Новая версия сохранит все те же характеристики, что и предыдущая модель, но обзаведется памятью на целый терабайт. В комплект войдет эксклюзивный белый чехол и белая салфетка из микрофибры. Цена вопроса $679. Продажи стартуют 19 ноября. Дабы перекупы не зверствовали, Вентиля изготовили ограниченное количество белых деков и ввели правило, гласящее «одна дека в одни руки». То есть с одной учетной записи можно будет заказать только одно устройство. Роуглайтовый симулятор ремонта космических кораблей Uncle Chop's Rocket Shop не выйдет в ноябре, как планировалось ранее. Выход перенесли на 5 декабря. Впрочем, не такая уж и большая отсрочка. Чтобы открыть свою мастерскую и вдохнуть новую жизнь в заржавелые судна, понадобится ПК, PlayStation 5, Xbox Series или Nintendo Switch. В Steam доступна демо-версия. Японский ролевой экшен Sea of Stars получил знатную и притом бесплатную контентную добавку. Если вы мечтали сыграть в Море звезд с друзьями, то вас услышали. В игру добавили локальный кооператив на 3 персоны, в котором можно будет пройти всю кампанию целиком. Разработчики перелопатили боевую систему, доработав баланс и оснастив боевку свежими механиками. Также был обновлен пролог, появилась новая кат-сцена, особая реликвия для спидранеров, 3 уровня сложности, каждый со своим комплектом реликвий, позволяющим более тонко отрегулировать сложность. Попугай теперь лучше обнаруживает пропущенные испытания и вещи, и, наконец, добавлены различные улучшения удобства, затрагивающие всю кампанию. И специально для полиглотов. В Sea of Stars появился перевод на квебекский диалект французского. Весной ждем DLC. А у меня на этом все. Больше новостей читайте на сайте stopgame.ru. Приятного вам аппетита и хорошего дня!